Всем привет! Это Аня и Себастьян. После фьордов наш Прибалтийский экспресс набирает скорость. И следующая остановка – Литва. Вильнюс – город, где история и современность переплетаются на каждом шагу. Здесь узкие улочки старого города ведут к уютным дворикам, а величественные костелы соседствуют с модными кофейнями и арт-пространствами. Атмосфера города спокойная и дружелюбная. Можно неспешно прогуляться по набережной реке Вильнюле, подняться на Замковую гору ради вида на красные крыши или заглянуть в необычный район Ужупис, своеобразную республику художников. Вильнюс удивляет сочетанием старинного европейского шарма и креативной энергии, и именно это делает его идеальным местом для путешествия. Прибалтика – это то место, откуда уезжаешь с набранными килограммами. Я знаю точно по Латвии, что там все очень вкусно. И сейчас я решила попробовать также еду в Литве. Мне тоже рекомендовали, говорили, что здесь все очень безумно вкусно. И первое, что я решила попробовать, это цепелины. Вот такие вот картофельные клёцки, а внутри у нас мясо. И все это подается со сметанкой, наверное. Да, это сметанка. И, по-моему, лучок там еще. И шпек. И шпек там. О, офигенно. Ну-ка, я сейчас попробуем все вместе. Очень вкусно. В любом случае, если будете в Литве, я рекомендую попробовать это блюдо. Это, может быть, не на каждый день, но это очень интересно. На десерт я взяла вот такой вот пирог. Я не нашла название, как оно в меню называется, просто ткнула пальцем, можно сказать. Но я его знаю как шоколадная колбаса. Мне кажется, это она и есть, ну или что-то на нее похожее. Во всяком случае, такой литовский вариант. Он подается с тертым миндалем, шоколадным соусом и присыпан еще сахарной пудрой. Не приторно сладкий, только что мне попался какой-то очень горький кусочек. Наверное, это был горький шоколад. История Вильнюса начинается в XIV веке, когда великий князь Гедемин выбрал это место столицей Великого княжества Литовского. По легенде, он увидел во сне железного волка, который выл так громко, что его голос слышали по всей земле. Жрецы истолковали это как знак. Здесь нужно строить город, о котором узнает весь мир. Так и произошло. Вильнюс стал одним из крупнейших, богатейших городов Восточной Европы. В средние века он был важным культурным и торговым центром, где встречались разные народы и религии – католики, православные, иудеи. Не случайно Вильнюс называли и Иерусалимом Севера. Здесь располагалась одна из самых влиятельных еврейских общин. Позже город пережил взлеты и тяжелые времена, польско-литовскую унию, пожары, войны и советский период. Но каждый исторический слой оставил свои следы. В архитектуре можно увидеть готические костелы, барочные фасады, православные храмы и даже современные арт-пространства в бывших промышленных зданиях. Сегодня Вильнюс – это где прошлое встречается с будущим. Прогуливаясь по его улицам, можно буквально ощутить дыхание истории и почувствовать, насколько он творческий и современный. А вы знали, что внутри Вильнюса спряталась целая республика? Здесь есть свой президент, конституция и армия из 12 человек. Серьезно. Добро пожаловать в республику Заречье или Ужупис, самый креативный и необычный район Вильнюса. Формально это часть города, но местные называют его настоящей республикой художников. Главный символ района – ангел Ужуписа. Он олицетворяет вдохновение и свободу, без которых невозможно представить это место. Прогуливаясь по улочкам, сразу понимаешь – Ужупис живет искусством. Тут на каждом шагу граффити, скульптуры и неожиданные арт-объекты. Так, что тут написано? Потрогай мое ухо, не бойся. Эй, ты, подойди ближе, давай, будь смелым. Бу, испугался, не бойся, я друг. Давайте начнем жить без страха. Ты не хочешь? Почему? Что-то не так?
А это стена Конституции. Здесь высечены правила на разных языках. Одно из самых известных – каждый имеет право быть счастливым и право быть несчастным. На этих плитах изложена Конституция Ужуписа. Здесь всего 38 законов. И что тут, например, написано? Интересно, я все читать не буду, но интересные моменты, которые мне понравились. Каждый имеет право умереть, но не обязан. Кошка не обязана любить своего хозяина, но в трудную минуту обязана прийти ему на помощь. Собака имеет право быть собакой. Это вообще замечательно. Вот еще 14 номер классный. Каждый имеет право забывать, есть ли у него обязанности. Класс. И в принципе я считаю, что в каждом государстве должны быть вот именно такие законы. Это прекрасно. Здесь вы можете прочитать все законы Конституции, нажимайте на паузу и наслаждайтесь. Если бы ты писал Конституцию, какие бы ты законы бы принял? Ну, все бы было бы бесплатно. Можно видеть весь прав. Водить машину без прав? Хотя не. Бесплатное мороженое 2 раза в день. В школу не обязательно входить будет. И еще ложиться спать, когда захочешь. Напишите в комментариях, чтобы вы добавили в свою Конституцию. Если бы я создавал бы все эти правила, я был бы мэром. По городу ходили терминаторы и проверяли каждый день дома, чтобы не было грабителей. Ужупис – это не просто район, а настоящий маленький мир внутри Вильнюса. Атмосфера свободы и творчества чувствуется на каждом шагу, и именно за это сюда хочется возвращаться снова и снова. Так, чуть-чуть сказали налить вот отсюда можно и разбавить водичкой. Так. Чтобы он не был слишком крепкий. Я спросила, нормально ли этот чай для детей, например, можно ли ребенку пить этот чай с коноплей, если что. Мы сказали, да, нормально, это просто конопля. Хочешь попробовать? Надо было сильнее чай разбавить, он очень горький получился. Ага. Литва меня реально удивила. Тут такое количество вкусной еды и модных кофеен, что хочется зайти во все и сразу. Знаете, из серии «Окей, я сегодня только кофе возьму», и через 5 минут ты уже сидишь с 3 пирожными и думаешь, ну, а кто я, собственно, чтобы спорить с судьбой? И самое кайфовое, все реально вкусное. Так что отдельное видео про литовские вкусняшки точно будет. Держитесь. А сырники безумно вкусные, с апельсиновым вареньем, сметанкой, ягодками, вообще топчик. Теперь про цены. В среднем обед без алкоголя на одного выходит где-то 20-25 евро. Не бюджетный вариант, конечно, но и не такие цены, как в Скандинавии, где иногда кажется, что ты платишь не за еду, а за аренду стула на час. 10 тысяч шагов, бесплатная вафля, если купишь напиток. Так, Басти. Ближе к вечеру советую сходить в одно очень интересное место и посмотреть на панораму города. В самом центре Вильнюса прячется одно из самых красивых мест города – Университетская башня. Ей больше 400 лет. Подниматься наверх приходится по старинной лестнице, узкой и крутой, но каждая ступенька стоит того. Чем выше поднимаешься, тем сильнее ощущается дыхание истории. А для ленивых здесь установили лифт. И вот, наконец, смотровая площадка. С высоты открывается вид на весь старый город. Красные кирпичные крыши, узкие улочки, костелы и соборы. Все как на ладони. Это место словно соединяет прошлое и настоящее. Здесь можно почувствовать дух университетской науки, а заодно поймать самые красивые кадры Вильнюса.
В университетской башне есть одна очень интересная деталь – маятник Фуко. Это большой маятник, который наглядно показывает вращение Земли. Его подвесили в 20 веке, и он служит как учебным, так и туристическим экспонатом. Стоя рядом, вы можете буквально увидеть, как колебания маятника постепенно меняют направление, и не из-за того, что он сбился, а потому что Земля вращается под ним. Сегодня мы собираемся в Тракай. До Тракая добраться проще, чем заставить Себастьяна выключить планшет. Всего лишь 30 минут на электричке, и вы уже в сказке. Тракай находится совсем недалеко от Вильнюса, поэтому обязательно стоит туда заехать, если у вас будет такая возможность. Наша поездка в Тракай начинается необычно, прямо с воды. Водное такси медленно скользит по озеру, открывая панорамы живописных берегов и маленьких островов. Уже сама дорога сюда – часть приключения. И вот впереди появляется главная достопримечательность – Тракайская крепость. Она стоит на отдельном острове и словно выросла из воды. Крепость построили еще в XIV веке как резиденцию великих князей литовских. Сегодня же это одно из самых узнаваемых мест страны и символ литовской истории. Так, все. Ну, как тебе? Вот так вот в средневековье приковывали людей. Я хочу вылезти. Ставьте лайки. Тракай – это не просто прогулка, это путешествие во времени, где прошлое встречается с красотой природы. Тракайская крепость стоит на острове посреди озера Гальве и выглядит так, будто попала сюда из рыцарской сказки. Толстые стены, башни и узкие переходы до сих пор хранят дух средневековья. Ну все, мяч нашел, теперь пора сражаться за Кивинай. Сегодня внутри работает музей. Здесь можно увидеть оружие и доспехи, старинные документы, карты и предметы быта. В залах рассказывают о жизни князей, торговле и даже о караимах, народе, который поселился в Тракае. Каждый зал словно отдельная страница истории, а прогулка по крепости – это путешествие во времени, где легко представить шум ярмарки, звон мечей и голоса рыцарей. Литва в этом путешествии удивила меня и заиграла новыми красками. Советую приезжать сюда летом. Именно тогда можно почувствовать все очарование страны, посидеть на террасе уютного кафе, покататься на лодочках и увезти домой целую коллекцию теплых эмоций. Подписывайтесь, ставьте лайк и до встречи в следующих видео. Пока! Сегодня мы собираемся ехать в Тракай. А, не, мы уже приехали. Ладно, Бас, я пошла, увидимся.